Салют, ребят, вы на канале Антон Кактус, и сегодня мне снился дивный сон. Вы спросите, что я держу в руках, а это лепешка из тандыра. Намек, где-то между строк, смотрите, ребят. Снился восточный сон, будто я где-то в пустыне, что-то ищу, костер, верблюды, вся эта ерунда. Но я для вас решил подготовить восточную кухню, а это именно хумус по специальному рецепту и кебаб. Ребят, ну кебаб можно жарить и на мангале, но мы будем сегодня делать это на гриле. Погнали жарить. Мы начинаем подготавливать фарш, а это именно говядина и бедро курицы. Но для начала нам нужно обжарить лук и чеснок. Ребят, вы спросите почему? Да потому что он убьет весь запах сильного лука, но оставит его сладковатость обжаренного лука. Погнали жарить. И вот так слой лука убираем, ребят. Все, будем обжаривать, я имею лук и чеснок на оливковом масле. Нам всего лишь до золотистой корочки. Блин, силы не хватает, ребят. Ладно, так буду. Мало каши ел, понимаете? И все, нам всего лишь 3 зубчика надо чеснока. Форс-мажор был с чесноком, смешно, да? Пишите в комментариях, кто Халк, я или вы. Ребят, как у нас поджарился лучок, чуть-чуть золотистый стал, можно закидывать чесночок. И буквально еще пару минуток используем сегодня говядину и бедро курицы. Говядину просто фарш покупной и бедро. Все это купили в магазине, найдете в любом. Бедро без шкуры, желательно куриной. И нужно проверять, вот в этих частях всегда есть косточки такие. Если вы на ощупь, ну, типа не захотите это проверять, а типа, о, нету косточки, но нужно проверять, вдруг кому-нибудь в небо как врежется. Ребят, всегда проверяйте. Вот, смотрите, я даже нашел косточку. Вот, одна есть. Ребят, смотрите, фарш уже готовый был говяжий, а это вы как поняли, что я бедро перерезал. Вы же знаете, что мясо это как пластилин. И еще, кстати, пользуюсь ножом Самура. Пожалуйста, напишите мне, закинем вас в интеграцию видео. Мы берем кинзочку, все вот эти коренья убираем и просто крупно рубим. Ее не надо мелко резать, она должна быть крупной, потому что она оставит весь запах и аромат вот этой вот зелень. Отправляем ее в фарш. Нам нужна вот такая вот паприка, ребят. Вот, просто крупная паприка сушеная. Обычный перчик. Самое главное это тмин. И даем ножом. Пытаемся его раздавить. И чуть прорезаем, вот. Все, чтобы тмин открылся. И вместе с зеленью отправляем сюда наш тмин. И начинаем вымешивать вот так, ребят. Начинаем это все месить рукой. Мы отправляем наш лук с чесночком все сюда. Соль я не добавлял, но добавлю смесь. У меня тоже тут восточные пряности и крупная морская соль. И буквально чуть-чуть, вот такими вот движениями. Все, отбиваем мясо, перемешиваем и отправляем в холодильник на 20 минут, чтобы фарш стал холодный и более такой упругий, понимаете? Чтобы у нас держало форму это все. И будем делать хумус. Я использую хумус уже консервированный, готовый, отварной. Но вы можете купить просто твердый и отварить. Но это очень долго. Зачем что-то варить, если можно купить очень быстро, дешево и сердито. Отправляем 2 баночки. Я купил тоже отварную свеклу. Потому что хумус, сам нут, будет балансировать свекла. Тоже отварная, она 100 рублей стоит. А вы будете варить ее часа 3-4. Все это тоже отправляем. Нут, свекла, чуть-чуть оливкового масла. Также добавляем тмина чуть-чуть. Ну, буквально щепотку. Щепотку, его много не надо. Чуть не забыл, главный ингредиент это буквально зубчик чеснока. Все, его незначительно почистили. Вот так, и почеканили. Оп, оп, чуть-чуть перчика. Я все это на глаз делаю. Смотрю, сколько тут ингредиентов и столько соли. Буквально щепот. Зерна кунжута, я его не обжариваю. Чисто чуть-чуть для запаха. Но можно купить в магазине готовую пасту из кунжута и добавить ложечку. Ну, я буквально чуть-чуть добавляю. Лимончик мы покатаем, чтобы больше сока вышло с него. Вот.
лимончик, разрезаем напополам. Нам всего лишь надо... кости, если есть, убираем. Но я делаю вот так, зажимаю. И вот, смотрите, сколько сока течет. Нужно обязательно смазать оливковым маслом туда, где вы будете кебаб класть. Вот так вот смазали, чтобы он не прилип. И просто на шпажку делаем такую котлетку. Оп. И используют кебаб обычно баранину, курицу. Вот. А у нас говядина и курица совместная. Чуть-чуть маслица. Ну, кебаб не будет отваливаться, если вы его не будете заранее переворачивать. Дайте буквально с каждой стороны, ну, посильнее зажарьте до корочки прям. Не надо раньше времени переворачивать. Естественно, он у вас будет отваливаться, если раньше времени вы его будете переворачивать. Кунг-фу панды. Это у кого длинный нос, всегда сработает. Носите с собой в заднем кармане, если вы где-то на какой-то вечеринке в задний карман закинули вот так. И к вам такой подходит парень какой-то, говорит: эй, братишка, там что-то есть у тебя? А ты такой: да, достаешь эту и вот так вот за нос его. И все, ребят, это вам кунг-фу. Прошло 2 минутки, смотрите, переворачиваем. И ничего не развалится, смотри, какой колер. И всех этих малышек. О, вау, вау, ребят, просто вау. Ау. Вау, смотрите, какая корочка. Мамма мия. Ко всему к этому хочется добавить свежести, а это именно свежая руккола, лук. Давайте назовем его крымский. Вот так. Почему крымский? Потому что я видел в магазине, он так назывался, если вы спросите. Сельдерей, он придаст нотки абсолютной свежести. Ребята, я его не чищу, я его просто тоже режу очень тоненько. Вот, видите, вот это сказка. Все туда отправляем. Самое главное, чуточку лимона. Вот, смотрите как. Главное, оливковое масло и соль с перцем уже сразу. С паприкой совсем. Буквально вот такой вот жест. Ребят, смотрите, это хумус. Мы его просто кунжутом и паприкой посыпали. Можно тмин посыпать, чтобы более пахло Востоком. Но мы оставим так, потому что уже есть тмин внутри хумуса. Ребят, я все же доверяю, конечно, гриль-сковородочке. Ну, буквально на 2 минутки я отправил в духовочку. Ребят, знакомьтесь, это Александр. Непосредственно он был моим оператором и есть мой брат. Саш, чем ты занимаешься? Занимаюсь футболом. Вот, отлично. И я, получается, приготовил большой ужин для брата, для оператора и для себя. И сейчас мы затестим. Давай начнем с хумуса. Не, давай, у нас остается люляшки. Давай вот начнем с кебаба. Давай. Выглядит аппетитно. На самом деле, Сочно? ну, чуть-чуть они перележали. По вкусу есть Восток? Я не привередливый, мне нравится. Восток я чувствую, Аладдина. Так. Давай разорвем эту лепешку. Братскую. Вот. Хлеб надо ломать. И лепешку тоже. Так, хумус пробуем. Не знаю, но мне заходит люля. Что тут больше всего выражено? Выражено больше немного свеклы. Да, согласен. Видать, я походу переборщил, но хумус получился нежный. Вкусно, Так. вкусно. Закусочку. У нас же еще салат. Это вкусно? Это Оценка от 1 до 10. Без всякого. 7. Потому что ты красавчик. Ой, блин, спасибо большое. Не, очень вкусно. Извини, перебью. Очень вкусно. Салат бомба. Люля бомба. Хумус чуть меньше меня впечатлил. Ну, в принципе, отлично. Ребят, ставьте ракету, пишите в комментарии, как вам сегодняшнее видео. Пока-пока.